Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами обратной связью от разработчиков, которая была опубликована 19 ноября. Подобная информация публикуется в официальных сообществах игры, а конкретно эти вопросы и ответы получены с официального сервера игры State of Survival в Discord. Я решил записать для вас видео, потому что здесь есть ответы на вопросы, которые волнуют игроков не первый день. Итак, начнем. Первый вопрос связан с тем, что в наших рюкзаках копится много различных элементов, которые с течением времени становятся просто не нужны или же их слишком много. Каждый из нас хотел бы обменять их на значимые награды. В прошлые выходные в тестовом режиме был доступен обновленный центр переработки, в котором можно было получить плазму, купоны для магазина обликов и многое другое. Не знаю, как вы, а я остался доволен этой переработкой. Второй вопрос прозвучал следующим образом. Я думаю, должен быть более быстрый способ для прохождения тропы исследователя. Например, как в подземелье с использованием режима рейда. Разработчики ответили, что у них давно есть план, как улучшить этот процесс, но как всегда у них недостаточно времени для реализации. Они вновь это обсудят, чтобы понять, нужно ли повысить приоритет этого изменения. Следующий вопрос касается таланта «Мгновенный сбор», который становится доступен в период события «Миго наносит ответный удар». Если игрок отправляет войска на сбор, но кто-то другой достиг плитку раньше, то марш первого игрока возвращается ни с чем. При этом талант использован и стоит на перезарядке. Игроки интересуются, будет ли это исправлено. Данная ситуация будет проверена, и мы с вами получим ответ в скором времени. Также многих интересует механика события «Рейд на резервуар». Кто-то считает, что бафы и дебафы губернатора не работают должным образом в этом событии, но разработчики заверили, что это не так. Также игроки вновь задались вопросом, что бонусы от события ИИТ и МИГО дают преимущество над командами из штатов, в которых нет этих событий. Но, как мы знаем, совсем недавно такие бонусы, как атака, оборона, здоровье и смертоносность отрядов, которые можно получить в станции МИГО-2, были исключены из рейда на резервуар, то есть проблема решена. Также игроками было заявлено, что навыки героев не работают в резервуаре должным образом. Разработчики ответили, что они планируют активировать новую боевую механику для воды, но необходимо дождаться окончания третьего сезона Лиги резервуаров. Кроме этого, в рейде на резервуар внесли изменения в части работы плазменной пушки. Раньше она не работала в событии, но, как мы видели на одном из последних стримов, теперь у игроков есть возможность воспользоваться ей. Затем игроки спросили, есть ли возможность рассмотреть вариант создания 2 или 3 команд из одного альянса для участия в этом событии. Это позволило бы всем участникам Союза принимать участие в рейде на резервуар, потому что сейчас нужно выбрать только 30 человек. Не вошедшие в команду игроки вынуждены переходить в другой альянс для воды, но тогда они теряют награды бета-войны альянсов и награды за вызов Союза. Ответ разработчиков добавляет интриги. Они сказали, что скоро добавят новый геймплей для всех участников Альянса. Как это будет, непонятно, но звучит очень интересно. Следующий вопрос касался Хэнка, героя 8-го поколения. Как мы знаем, разработчики изменили работу его навыков, и теперь построение 100-0-0 не работает. Многим это не понравилось, однако мое личное мнение – это хорошо. Использование одной пехоты и одной странной, непривычной для нас формации не добавило интереса в игре. Затем игроки вновь спросили про слияние штатов. На моем канале есть ролики об этом, ссылки я оставлю в описании к этому видео. Игроки привели примеры игр, в которых миграция между штатами реализована другим образом и доступна с первых дней игры. Ответ разработчиков содержал информацию о том, что хотя State of Survival для обычного пользователя может казаться похожей на другие игры, но она отличается по структуре серверов и игровым дизайном. Поэтому варианты реализации игровых моментов из других игр могут не подходить. Разработчики в поиске лучшего варианта для игроков, который можно применить для State of Survival. Следующий вопрос касался подбора противника в рейде на резервуар. Игрок привел конкретный пример, сейчас я вам его озвучу. У нас только 2 сильных игрока, их счет рейда 8000, и против нас подбираются игроки с таким же счетом рейда. Но у них более 10 сильных, почти максимально прокачанных игроков, и они нас просто разбивают. Это проблема нашего альянса. Если мы переходим в другой союз, все будет нормально. Счет рейда наших 2 игроков будет примерно 1500, а не 8000, как в нашем основном альянсе. Ответ разработчиков выглядит следующим образом.
Подобные проблемы случаются из-за настроек в механике подбора противника. Изучив огромное количество игровых данных, они обнаружили, что крупные игроки будут иметь очень важное влияние на конкретный бой. Поэтому, чтобы обеспечить более комфортный игровой процесс, они отдавали приоритет сопоставлению счетов рейда сильных игроков, а затем сумм счетов рейда других игроков. То есть два сильных игрока с не совсем корректным счетом рейда могут сломать подбор противника. Также разработчики сказали, что помогут игроку выяснить, в чем причина ошибочного подсчета очков рейда у данных игроков. После этого последовала пара вопросов о героях. Разработчики также сообщили, что 9-е поколение героев будет реализовано, но точно не в этом году. Последний вопрос-ответ касается бета-войны альянсов. А именно, есть ли возможность дать права для R4 и R5 Союза менять людей на линиях до того, как регистрация закончится. Это выглядит простым решением проблемы, которая вызывает много головной боли у лидеров Альянса. У команды разработчиков немного другой взгляд на эту ситуацию, и у них есть план по улучшению. Но так как есть две точки зрения на решение проблемы, потребуется время, чтобы найти компромисс. На этом у меня все, друзья. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Чтобы обсудить ее, пишите комментарии, либо присоединяйтесь к нашему серверу в Дискорде, где каждый день общаются сотни игроков из разных штатов. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Берегите себя. Всем пока!